Привет, друзья! Будем начинать уборку. Здесь нужно много что сделать, потому что с предыдущего путешествия мы ничего не убирали. Нужно будет разобрать все полочки, посмотреть, что нам нужно с собой брать, что нет. Также хорошо помыть плиту, раковину, ванную. Посмотрите, вот здесь кухонька. Сейчас буду начинать с кухоньки уборку и потихоньку двигаться внутрь кемпера. Зеркало в ванной обязательно. Просто требует мойки. У нас всегда с собой шампунь имеется. Я это никогда не вытаскиваю, чтобы не забывать. Вот здесь туалетная бумага обязательно. Какие-то вещи еще остались с прошлого путешествия. Все надо разобрать. Ну и, конечно же, посмотреть, что нам нужно, что нет. Потому что вот это вот, например, не нужно. Так, чашки, кукурузка, чай. Это пусть будет. Супчик тоже хорошо. Немножко организовать вот здесь все. Показываю вид в гостиной. Достали ящичек, чтобы хорошо помыть именно под раковиной. Там вот хорошенечко, чтобы все почистить. У меня уже приготовлена водичка моющая. Мы можем начинать уборку. Так, я, наверное, сначала уберу все свои вещи, предмет гардероба. Так, это у нас бумажное полотенце на кухню. Корзинку брала в Италию с собой. Сейчас она нам не нужна. Так, здесь посмотреть, здесь. Видела, что у меня еще здесь есть какие-то шмотки. Да, еще какая-то обувь и сумочка. Это все в гардероб. Еще так забавно, в Италии покупали вот такой напиток. Самые маленькие бутылочки аперитива, самые дорогие и самые невкусные. Поэтому они у меня так и валяются. В кемпере я их так и не доставала. Бутылочки тоже чао. И начну я с организации кухонного пространства. Так, мочалки я буду менять. В новое путешествие новые мочалочки возьмем. Покупала еще вот такое моющее, типа экологическое, но на самом деле, если честно, оно не вымывается, и посуда после него пахнет. Так что я думаю, что я его дома буду использовать, какой-нибудь мусорный бачок чистить. Так, здесь у меня эта бутылочка, вот здесь она помещается. Так, чистое кухонное полотенце у нас есть. Также у нас есть вот такой маленький чайничек. Так, здесь хорошо. Здесь у нас хлопья, сахарочек, макарошки. Так. Ну, здесь у нас продовольствие. Пусть оно пока останется, стоит на этой полке. Я освобожу вот здесь, все помою. И переставлю, возьму корзинку и переставлю все сюда тогда. Когда мы купили кемпер, мы все отмывали паровым утюгом. Точнее, не утюгом, а такой паровичок от фирмы Кархер немецкой. Мы все отмывали им, парили все. Каждый уголок, каждое местечко. Хорошо убирает запахи, микробы, бактерии. Сейчас я просто делаю обычную уборку.
Передвигаемся к шкафчикам. Так, здесь у нас какой-то с зимы остался пунш вишневый. Маленькая кава какая-то и недопитый мартини. Ну, в общем, вот такие мы алкоголики, ничего не допиваем. Наверное, невкусно было. Или не то настроение. Или все-таки жизнь без алкоголя лучше, круче. Без всякой вот пропаганды. Рассуждаю просто. Конечно, прикольно, что тут все такое маленькое, миниатюрное. И получается, что ты как бы убираешься, но по сути ты быстро справляешься. Потому что когда начинаешь делать уборку в доме на нескольких этажах, кажется, что когда оно уже закончится, эта уборка, когда будет везде чисто. Причем еще, когда у тебя несколько этажей, ты не можешь убрать просто один этаж, а другой нет. Потому что мусор и пыль будут таскаться туда-сюда, поэтому приходится одним разом все делать, чтобы все оставалось чистеньким. А вообще на этом не нужно зацикливаться, на какой-то полнейшей чистоте, порядке. А нужно просто жить. Поддерживать, конечно, чистоту, но не до фанатизма. Вот когда мы чистили наш кемпер, вот когда мы его купили и мы занимались уборкой здесь, конечно, мы чистили паровиком, потому что здесь люди были с собакой. Они путешествовали с собачкой, это большая собака, у них член семьи, она с ними тут жила, спала, естественно. И, конечно, хотелось все отмыть, очистить, чтобы было гигиенично, чтобы было приятно. Все-таки кемпер 92-го года, он сам по себе старенький. Конечно, не будет такого супер-пупер результата, когда ты его помоешь, да, типа, что вау, все так блестит. Нет, не будет, потому что он уже старенький, что-то износилось. Главное, что помыто, почищено, убрано. Главное, чтобы потом нам самим было приятно, комфортно здесь находиться. Так, у нас, походу, дождь начался. Да. Мелкий такой дождик моросит. Я не знаю, в какую погоду мы поедем, получается, через несколько дней. Надо посмотреть. Но даже когда дождь, есть в этом своя романтика тоже. Очень приятно спать под звук дождя. Несмотря на то, что он по крыше стучит. У нас кровать прям под крышей находится. Такие новые ощущения интересные. Ну, соединение с природой, как ни крути. Так, насколько я помню, вот эта штучка, ага, была здесь. Сейчас я ее тоже протру. Нет, это полка. Так, это полка. Полочку, значит, еще раз помоем. Ложки, вилки прячем. Так. Пакетики. Это что-то открытое. Нет, это уже не пойдет. Отлично. Я думаю, что я бутылочку просекко оставлю. Вдруг мы поедем во Францию или в Испанию под местный сыр с виноградом. Хорошо, будет вкусно. Что у нас еще касается кухни? Надо сложить посуду. Так, стаканчики я, наверное, в доме помою. Это наша кастрюлька. Это наша клееночка-скатерка, когда мы накрываем стол на улице.
две наших сковородки. Из посуды вот рассказываю, да, что есть. Кастрюлька, 2 сковородки. Вот такая вот плошка, чашка, кто как называет. Для, может быть, салатики какие-то делать или омлет взбивать здесь хорошо. Я думаю, что это тоже возьму и перемою все в доме. Алкоголь нафиг. Значит, получается, я могу здесь кухню закрывать и передвигаться в гардеробную. Это наш обогреватель. Мы его включаем, естественно, когда прохладно. Он работает от газового баллона. Так, это какие-то веревки. Они здесь не нужны. Их нужно в техническую часть отнести. Там, где они будут под рукой. Но оно просто немножко запылилось. Не так тут уже и прям грязно. Освежить нужно. Какие-то паучки завелись. Небольшие. В общем, это наша гардеробная. И сюда помещается, если честно, очень много. Все, что мы с собой берем, вещи, они сюда входят, и нам достаточно места. Так. Вот такая вот. Тут и повесить можно что-то, и просто сложить можно вот так вот. Сейчас протираю дверку и иду менять воду. Немножко придадим блеска этой старой двери. Так, пошла менять водичку. Хорошо, конечно, иметь свой двор. Хорошо, вот так можно и машину помыть. Мы и кемпер моем с этим шлангом. И вот так вот технические какие-то свои дела делать. Вода под рукой. Это очень удобно. Конечно, когда вы имеете кемпер и вы живете в квартире, это, наверное, по-другому. Чтобы его внутри помыть, снаружи помыть, это уже все будет иначе. Итак, водичку есть. Чистая вода есть. Погнали. Заниматься уборкой дальше. Так, ты меня потерял. Дальше я думаю разобрать инструменты. Что я имею в виду? Инструменты. Я вот вижу, у нас тут отвертка, какие-то гвоздики, болтики. Все я это сложу. Гвоздички в банку. Корзинка у нас здесь есть с такими вот всеми небольшими нужными инструментами. А, и еще вот такая штука есть. Это вообще косметичка, да? Я заказывала на Алиэкспресс или на Тему, типа как косметичка. Вот так ее открываешь, туда все набрасываешь, а потом просто берешь и типа оп, и закрыл все. Потом подумала, зачем оно мне надо? Мне что-то оно не нравится. Отдам-ка я это все под инструменты. Так что тоже пригодилось. Под всякие болтики, гаечки, отвертки. Отвертки на место. Наш фонарик, выручалочка наша тоже. Так, это у нас, походу, не с кемпера, насколько я знаю. Это тоже нет, это тоже нет. Это надо будет унести. Так, это мусор тоже. Это тоже унести. Болтики тоже у нас не с кемпера.
Так, а вот эти болтики надо, да, сложить лучше в баночку. Не знаю, от чего они. Вот. В общем, как вы поняли, здесь у нас полочка именно под нужные инструментики, которые могут вдруг пригодиться. Вот такая вот вся полочка занята под эти инструменты. Ну, плюс здесь у нас еще документы, какие-то страховки, какие-то документы на кемпер, книжка, чтобы не было скучно, вдруг я захочу почитать, аптечка, первая помощь. Здесь, что здесь есть? Пластыри, пинцетик, какие-то вот дезинфицирующие средства. Тоже удобная такая вещичка, небольшая, много места не занимает. Ну, мы пока еще не пользовались ею, но пусть она лучше будет. Еще пластыри тоже пойдут к аптечке. Не знаю, зачем нам скотч, но пусть будет, раз он тут был. И какой-то силикон. Тоже не знаю, почему он здесь. Так, на место, на место. Значит, нужно. Так, конфетки убираем. Нужно, кстати, дату посмотреть. До декабря 25 года. Еще можно кушать. Успеваем. Это в кухню. Дальше у нас еще печеньки. Тоже не отпечатанные. Ага, вот еще хочу показать поклонники Friends. Пожалуйста. Естественно, я увидела и купила, потому что я тоже фанат большой данного сериала. Здесь были как раз-таки вот эти печенья и какао. А коробочку мы решили оставить под фотографии, под фотки, которые мы будем делать в путешествиях. Такой вот боксик с фотографиями. Ага, это у нас... вон оно откручено. Раковину закрывать тоже надо помыть. Так, ручка у нас пойдет к документам. А это у нас такая вот коробочка с играми. Здесь 99 каких-то всяких вот разнообразных игр. Здесь и шашки, и шахматы, и кубики можно бросать. Чтоб не скучно было, когда нету света. Когда нету подключения к электричеству. Ага, здесь еще эта полочка готова. Здесь моя полка. И надо посмотреть. У нас здесь что? Да, в дом. Корзинка с такими принадлежностями для ванной, для ухода за собой. Здесь ножнички, пилочка для маникюра, педикюра, сетик, расческа моя, парфюм. Вот ополаскиватель для рта, спирт дезинфицирующее. Это все у меня такое вот в коробочке сложено. Плюс еще пока что щеточка и дорожная паста. Тоже пока здесь. И влажные салфетки для снятия макияжа. Я так и не поняла, насколько они хороши. Потому что я пользовалась ими в путешествии, но я уже не помню. Я забыла вообще, что они у меня есть. Поэтому не могу сказать, насколько они хороши. Но для кемпера я подумала, что иногда пригодится такая вещь. Так что влажные салфеточки есть. Такое вот полотенечко, которое можно, если мы где-то в баньку идем, или где-то в бассейн, или там еще куда-то, больше стелить его как подстилочку, да, нежели как полотенце. Тоже всегда в кемпере. Все, здесь у нас порядок. Это мы на место ставим. Потом вот такая штучка, держатель DJI
для телефона на ножке, чтобы селфи делать, чтобы себя снимать. Как я уже ранее рассказывала, мы пытались снимать наши влоги, наши путешествия на разные аппараты, да, не получалось. Всегда были какие-то технические проблемы, как перекинуть с телефона, какое качество. Поэтому влоги, конечно, дорога к влогу была не самой легкой. Но сейчас у меня стик DJI, который прекрасно снимает. С него легко перекидывать все на телефон, монтировать легко все. Но про это как-нибудь расскажу еще отдельно. Телевизор наш. Здесь у нас на полочке что? PlayStation. PlayStation. И здесь у нас полочка тоже для вещей. Влажные салфеточки пойдут к влажным салфеточкам. Все-таки организация. Протереть полочки нужно там. Вот такой еще парфюмчик у меня от Polo. Я его всегда таскаю в машине или в кемпере. Не очень дорогой, но приятный такой, достаточно приятный аромат. Тоже к парфюмам пойдет. Вот, как видите, пространства хватает. Полочки вот. Так, что у нас здесь? Почему-то у нас ополаскиватель здесь. Такой рюкзачок походный. Вдруг мы там за покупками или что-то. Можно его схватить с собой быстренько. И немножко всякого накупить. Я думаю, я его положу ближе к выходу. Вот в какой-нибудь ящичек. Ага, так как у нас вот эта полочка находится близко к кухне, и так как вот здесь есть принадлежностей, в данном случае у нас специи в корзинке, и тут тоже всякие вот чаечки, специи, вот такие вот маленькие разовые маслички для заправки салата. Ну, это очень, конечно, кьют. Капелька оливкового масла. Прям сделано так, капелькой. Вот. Тоже удобно. Здесь у нас кухня. Так, у нас запасные носки. Они всегда нужны. Тоже пусть будут. Футболочки. Но это еще с прошлого путешествия чистые вещи. Тоже футболки пусть будут здесь. Очень часто намокаешь где-нибудь, очень часто, когда делаешь хайкинг, тоже мокрые ноги приходишь, под дождь попадаешь, неважно какая погода, поэтому лучше пусть оно будет. Тем более, что невозможно запланировать, когда ты поедешь на стирку, где она тебе попадется, то есть это надо немножко искать. Поэтому лучше запасные носки, майки, трусы, пусть они лучше будут. Постираться всегда можно. Еще такой спрей для тела. И дезик. Дезик пойдет в ванную, спрей пойдет к мыльно-рыльному. Потом у меня на входе также покупала в Германии вот такой спрей дезинфицирующий. Я очень часто вечером просто, когда мы приходим откуда-то, просто им протираю поверхности. Салфетка, пшик-пшик, везде так немножко протерла. Также вот этими вот влажными салфетками для полов я еще полы протираю. И все, в принципе,
чистота и порядок получается. Так, это у нас тоже кюкен-ролл сюда. Тоже на выходе наш фотик. Вот такая вот камера для Instax, для одноразовых снимков. Тоже нам нравится. Почему? Потому что момент, какой он есть. Ты сфоткался один раз, фоточка вышла, и ты больше не делаешь миллион фотографий. Я там лучше получилось или я там хуже получилось. Реально в моменте. И это по кайфу. Это дает тоже немножко такой ностальгический эффект. И в то же время с телефона очень часто забываешь там распечатать какие-то фотки. Вот они в телефоне у тебя там валяются где-то там годовой, да, давности. Ты про них даже уже и забыл. А здесь, когда ты вот фоткаешь, складываешь все в коробочку, все эти снимки, а потом пересматриваешь, и это очень греет душу, сердце, потому что на этих снимках жизнь, как она есть, такая, как она есть. И это круто. Поэтому у нас фотик на выходе, чтобы мы идем, сразу его с собой, оп, забрали и пошли. Дальше я займусь тем, что надо будет вот здесь все убрать. И переходить тогда уже в последнюю очередь плавненько к ванной комнате. Так что давайте посмотрим, запомним, какой у нас бардак сейчас в зале. Вот, это все нужно унести. Мы имеем уже чистую кухню, мы имеем чистый зал и гардеробную. И сейчас переходим к последнему, к ванной комнате. Алло. Нам понадобится моющее для очистки стекол и бумажные полотенчики. Все, погнали. Начищать все до блеска нужно. Получается очень даже хорошо. Все получается. Итак, сейчас нужно будет почистить туалет и посушить этот коврик под ноги. Я его на улице шлангом помою. И можно будет переходить к тому, что моем пол. И все. Так, вот они, коврики. Мыть и сушить на улице. И мне нужна еще тряпочка, чтобы помыть душевой поддон. Итак, будем мыть полы. Я начну с зала, а закончу ванной комнатой. Так звучит ванная комната. Хотя на самом деле это и есть такая большая комната, как для такого кемпера. Да, все просто пыльно. Здесь не так грязно, как просто пыльно из-за того, что мы не пользовались какое-то время кемпером. Короче, заканчивая нашу уборку, хочу еще постелить пледик, подушки. И купила коврик. Была в магазине. Сейчас покажу, какой коврик, и с вами посмотрим, померяем, как он вообще подойдет. Окей. Показываю, какие подушки. И плед какой. Так,
Вот такие подушки. И такой же плед. Это подарила бабушка нам. Мне такой стиль, в принципе, нравится. Понимаю, что много цветочков, может быть, для кого-то, может быть, нет. Мне, в принципе, подарочек этот понравился. И я вот думаю, зачем оно мне будет лежать где-то там дома, так как мы едем в путешествие. Возьму коврик себе в кемпер сразу. Так вот, сейчас посмотрю, на какой диван лучше застелить. Вот такое одеялко. Ну, в принципе, оно как одеяло. И, в принципе, оно как пледик. Да, на эту сторону нужно застелить, потому что там диван угловой, а здесь нет. Вот так вот. Ну, великолепно вообще. Все-таки это была хорошая идея. Забрать одеялко и 2 вот таких подушечки. Показываю, что из этого получилось. Вот получился такой диван с чайными розами. Ну, девочки меня поддержат 100%. И показываю, куда я хочу постелить коврик. Хочу постелить вот сюда, где у нас был прикрученный стол. Сейчас померяю этот коврик. Он такой... Так, у него какой размер здесь? И он стирательный. Вот. Я думаю, что после каждого путешествия его можно будет просто в стирку и все. Посмотрим на принт. С этой стороны у нас принт есть, а с этой нету. Обычный. Он, конечно, длинноватый. Получается, но по ширине он хорошо. Получается, что он по ширине, в принципе, хорошо был бы. А по длине вот немножко длинноватый. Но здесь без коврика, конечно, не очень приятно ходить. Хочется такого домашнего уюта, ощущения дома хочется. Поэтому у меня здесь лежал такой коврик, как для ванны, тоже который стирательный. И было приятно ножками на него стать босыми. Поэтому я думаю, что я этот коврик оставлю и немножко его подкачу просто, да и все. Вот. А там посмотрим. Ну, в принципе, вот вам, пожалуйста, такой небольшой апдейтчик. Уборка была сегодня. Подготовка к поездке. Всем хорошего дня!